праздником, дорогие зрители! С днем начала регуляции коньяка! После 1 мая 1909 года вы уже не можете назвать коньяком любой винный дистиллят, настоянный на дубовых опилках. По вашим многочисленным просьбам я расскажу сегодня о напитке, который согревает души миллионов людей на всем земном шаре. Кроме французов. Да, господа, ежегодно во Франции выпивают в 19 раз больше виски, чем коньяка. Нет пророка в своем отечестве. Коньяк изначально возник как экспортный продукт, и он таким и остался. Садитесь поудобнее и послушайте о самом нефранцузском из французских экспортов. Что вообще такое коньяк? Коньяк – это такой региональный подвид бренди. Не каждый бренди – это коньяк, но каждый коньяк – это бренди. Строго говоря, по международным стандартам, коньяком можно назвать только продукт, произведенный в регионе Шаранта во Франции, где находится город Коньяк. И река Шарант, которую мы традиционно называем в женском роде Шаранта. Так же, как и Луара, которая тоже на самом деле Луар. Не отвлекаемся. Что такое бренди? Бренди – это крепкий алкогольный напиток, получаемый дистилляцией, то есть перегонкой виноградного вина, а не, допустим, пива или еще какого кваса. В принципе, много какое растительное сырье можно забродить, получить брагу, которую потом можно перегнать и получить крепкий алкоголь. В зависимости от исходников получаются разные напитки. Из винограда получается бренди, из зерновых сначала водка, а потом, если ее настоять в дубовых бочках, виски. Из кукурузы получается бурбон, а из сахарного тростника ром. Огласите весь список, пожалуйста. Из перебродившего сока агавы получают мескаль, и текила – его популярная разновидность. То же самое, всякая текила – это мескаль, но не всякий мескаль – это текила. Из риса в Японии гонят сётю, не саке. Саке – это вино. Сётю также можно гнать из батата, сладкого картофеля. Из обычного картофеля тоже можно сделать водку, но несколько хлопотно, поскольку в нем почти нет своих свободных сахаров. Их надо или добывать из крахмала, фактически соложением, или добавлять сахар в процессе. А компот? Практически любые сладкие фрукты можно заквасить, процедить, перегнать, получив в результате сливовицу, пуар, кальвадос, абрикосовку и так далее. Можно начать даже просто с меда и медовухи. Можно начать с молока. С мясного бульона нельзя, там нет ни сахаров, ни ферментов, пожалуйста, не пытайтесь делать водку из скисшего борща. И вообще не пытайтесь сами делать водку из чего попало, без четкого соблюдения рецептуры и технологий. Потому что это может привести не просто к неожиданным, но и к опасным результатам. Я думаю, вы все имеете общее представление о том, что такое дистилляция. Жидкость нагревают, она начинает испаряться, пар поднимается, охлаждается и конденсируется, после чего конденсат сливается в другую баночку. И если изначальная жидкость представляла собой смесь, то мы можем надеяться на то, что ее составляющие будут выкипать и конденсироваться при разной температуре, то есть по очереди. И мы сможем разделить фракции, то есть части жидкости, которые выкипают и конденсируются при определенном диапазоне температур. Самую первую фракцию, то, что выкипает первой, называют головой, среднюю – сердцевиной, а последнюю – хвостовой. В контексте спиртовой дистилляции головную фракцию также называют первач. И по поводу первача мнения разделяются. Дело в том, что какое бы мы ни взяли растительное сырье для перегонки спирта, вы не сможете получить сразу чистейший этанол ни в какой из фракций.
В химическом смысле брага или вино – это очень сложная смесь, некоторые компоненты которой будут выкипать одновременно. Этанол будет выкипать и конденсироваться вместе с ацетальдегидом, эфирами, другими спиртами, к примеру, метанолом. И эти, в общем-то, нежелательные, вредные для организма примеси по большей части вылетают первыми в головах, придавая первачу нет, не крепость, вредность, усиленные отравляющие свойства. Он сильнее шибает в голову, потому что он химически грязный и в некоторых случаях смертельно опасный. Метанол по большей части выходит в головах, но не весь и не всегда. Особенно опасны этим фруктовые браги, поскольку метанол образуется при брожении из пектинов, веществ, которые содержатся в кожуре и мякоти фруктов. Зерновые, как исходный продукт, в этом смысле гораздо менее опасны. Но это не значит, что любительские опыты с перегонным аппаратом и ячменем не могут привести вас в больницу. Ах ты зрячий! Сейчас будешь слепой. Приличные бренди перегоняют дважды, и для коньяка это обязательное требование. Сначала из базового вина получают бруи – мутный первичный дистиллянт с содержанием алкоголя примерно 30%. Его перегоняют еще раз, получая уже спирт. При этом головы и хвосты с неприятным запахом и примесями безжалостно сливают, оставляя только сердцевину. Не то чтобы в ней вообще нет примесей, они есть. И именно этими оставшимися примесями отличаются бренди от водки или кальвадоса. Ароматы и привкусы остаются. Не все равно, из чего гнать алкоголь. Но это уже гораздо более чистый продукт, и изначальная концентрация этанола в этом eau-de-vie, из которого получится коньяк, около 70%. Откуда вообще берется этанол? Вообще-то я уже как минимум дважды объясняла вам суть спиртового брожения. Для него нужны дрожжи и сахар, чтобы дрожжам было чем питаться и выделять спирт. Виноград тысячелетиями растили и подвергали селекции так, чтобы сделать из него идеальное сырье для получения алкогольных напитков. На нем растут правильные дикие дрожжи, и в нем достаточно сахара. Соответственно, из несладкого, кислого винограда получается плохое и некрепкое вино. И именно так начинается история коньяка – с плохого вина. Не то чтобы в регионе коньяк вино было прям отвратительным, но оно было нестойким, малоалкогольным, кисленьким. Вино с теми же самыми проблемами, которые привели к появлению шампанского по соседству. Шампань и Шаранто – это соседние регионы. И там климат для виноградарства рискованный. Я понимаю, что сейчас вино делают и в Канаде, и в Швеции. Но в 17 веке, когда коньяк появился, морозостойких сортов не существовало. И вина северо-запада Франции, хоть и ценились локально, перевозить их и продавать на экспорт было невозможно. Они портились еще в пути. Местных это не беспокоило, но раздражало иностранных купцов, приплывавших по Шаранте за солью, а конкретно купцов голландских. Еще в средние века обширный регион, где Шаранто впадает в Атлантический океан, был практически полностью заболочен. «Зеленая Венеция» называли этот регион романтически настроенные люди. Остальные же звали его «Le Marais Poitevin» – Потевинскими болотами. И точно так же, как в районе Венеции, здесь издревле добывали соль путем испарения морской воды. Однако одной солью не проживешь, и местные феодалы начинают потихоньку осушать болото. В XVI уже веке король Генрих IV начал предоставлять привилегии иностранным специалистам, способным превратить регулярно затапливаемые земли в сельскохозяйственные угодья. И кто, как не голландцы, уже давно приезжавшие сюда за солью, были более чем квалифицированы это сделать. Именно эти светлые голландские головы первыми посмотрели на плохое вино Шаранты,
как на коммерческую проблему. Они хотели бы, но не могли добавить изобильное местное вино к списку экспортных товаров, которые они возили вверх по течению Шаранты к городам Ганзейского союза. И оно прокисало в дороге. Но на дворе уже цивилизованный XVI век, и дистилляция прекрасно известна алхимикам и аптекарям. Дистилляции извлекают из веществ их лечебную концентрированную суть. И голландцы начинают ставить вдоль реки перегонные аппараты, чтобы концентрировать и очищать плохое вино перед отправкой. Получаемый более стабильный концентрированный продукт они назовут брандевайн – жженое вино. Именно от этого слова произойдет слово бренди. Перегонка решала массу проблем. Брандевайн не только никогда не портился, он занимал гораздо меньше места в трюмах и на складах. А также ходят слухи, что таким образом купцы могли уменьшить пошлины, взимаемые на объем алкоголя. Изначально предполагалось, что конечный потребитель будет разбавлять брандевайн назад до вина. Но довольно быстро стало ясно даже голландцам, что добавлением воды в самогон вина назад не получишь. А главное, незачем это делать. Перефразируя Оззи Осборна, «Wine is fine, but liquor's quicker». Вино вещь хорошая, но крепкие напитки работают быстрее. А потом, когда брандевайн начали возить еще дальше, в Англию, выяснилось, что хранение его в дубовых бочках, особенно из региона Лимузен, вообще облагораживает продукт и придает ему не только приятный цвет, но и смягчает вкус и округляет аромат. И французские бренди начали пить прямо так, неразбавленным. И рекордсменами в этом становятся уже не голландцы, а британцы. Вас никогда не интересовало, как так получилось, что одна из самых известных марок французского коньяка носит имя Хеннесси? Это типичная ирландская фамилия. Именно британцы, а не французы и даже не голландцы, создали коньячное производство во Франции. Сразу вместе с экспортным рынком. К началу XVIII века Великобритания стала впереди планеты всей в торговом, военно-морском и финансовом смысле. Ее развитая банковская система и фирмы страхования, такие как Lloyd, позволили бизнесменам постоянно проживать за границей и оперировать с невиданным досель международным размахом. Британские предприниматели могли мобилизовывать большие объемы капитала, страховать риски и, что особенно важно, ждать, если нужно годами, получения прибыли. Они никуда не торопились, они организовывали торговые фирмы во Франции, скупали виноградный спирт в регионе коньяк и давали этому бренди спокойно настаиваться в бочках. 2 года, 3, 4, 10 лет, если нужно. Они не собирались разоряться, они могли контролировать продукт с самого начала производственной цепочки и аж до самой розницы, сеть которой, в свою очередь, раскинулась от Европы до Африки и обеих Америк. К концу XVIII века коньяк регулярно обменивали на рабов в Африке, которых потом везли на Карибы. В результате коньячная терминология, к примеру, классификация коньяков по сроку выдержки, сплошь английская. Это не современное новшество, это исторически пошло. Самый молодой коньяк с выдержкой не менее 2 лет имеет маркировку VS – Very Special – очень особенный. Далее идет VSOP – Very Superior Old Pale – очень выдержанный старый светлый, выдержка не менее 4 лет. Внимательные люди сейчас задумались, а почему это он светлый после 4 лет в дубовой бочке? Старый термин, оставшийся с тех пор, когда несознательные конкуренты подкрашивали свою самогонку жжёнкой и выдавали за коньяк. Настоящий коньяк казался более светлым, чем суррогаты. 10-летний коньяк имеет маркировку
XO, Extra Old, экстра выдержанный. Его также называют Наполеон. Это не марка, это возраст. И это сравнительно новый термин, введенный в XIX веке, когда Бонапарт стал для всей Европы культовой фигурой. Если коньяк выдержит 14 лет, он станет XXO, Extra Extra Old. И далее стандартизация прекращается, поскольку считает, что такая длительная выдержка уже не поддается разумному стандартизированию. Помните, я рассказывала, что шампанское превратилось в проблему и фичу только тогда, когда его начали переливать в бутылки. Потому что пока оно созревало в деревянных бочках, проблема с пузырьками и давлением не создавалась, так как бочки не герметичны и газ свободно испарялся. Так вот, во время выдержки коньяка он тоже постоянно испаряется из бочек. Точнее, в основном испаряется спирт, но и вода тоже. Эта нормальная усушка продукта романтически называется «доля ангелов». Не в том смысле, что ангелы выпивают ваш коньяк, а согласно классической алхимической терминологии, в которой летучие вещества именовались ангелами. И при этом спирт улетучивается первым, и крепость коньяка естественным образом падает. Да, господа, коньяк теряет до 2 градусов каждый год выдержки. И это неплохо, поскольку в бочке он попадает, как я упоминала, на крепости выше 65 градусов, и мало кто может это пить неразбавленным. Так что одной только доли ангелов недостаточно. Перед розливом в бутылке коньяк вручную доводят до потребительского стандарта в 40%. Для этого его разбавляют, но не просто водой из-под крана, а специальной смесью, которая называется петитeux. Это вода, в которую заранее добавлено немного уже выдержанного коньячного спирта. Считается, что такая смесь мягче входит в продукт и не разрушает его ароматическую структуру. Иногда этот процесс идет постепенно. Сначала добавляют более крепкую смесь, например, около 60 градусов, потом слабее, и так шаг за шагом понижают крепость, чтобы избежать резкого шока для напитка. В результате любой коньяк является купажом, то есть смесью разных спиртов. Это тоже совершенно нормально. Соответственно, когда говорят о возрасте коньяка, имеют в виду возраст самого молодого спирта, использованного в купаже. То есть 10-летний коньяк содержит как минимум спирты, выдержанные в бочках в течение 10 лет, но также и спирты, которые могли выдерживаться и 15, и 20 лет. Как производится смесь, решает мастер погреба. Это искусство, а не наука. Интересно, что в атмосфере коньячного погреба, насыщенной спиртовыми парами, благоденствует специфический микроскопический грибок Баудаия компниаценсис. Плесень такая, черная, похожая на очень мелкую сажу. Власти раньше тщательно осматривали стены и крыши домов на предмет почернения, чтобы проверить, не скрывается ли в этих зданиях подпольное производство. Все. А сейчас о национальной трагедии. В 1850-х годах из Северной Америки вместе с тамошними виноградными лозами в Шаранту были завезены и крупные неприятности. Корневая тля или филоксера и микроскопический паразитический грибок плазмопара витикула, которые за несколько лет уничтожили большую часть виноградников Европы. Для французского виноделия это была настоящая катастрофа. Роберт Льюис Стивенсон ужасался. Неодолимая гусеница завоевывает солнечные земли Франции. Бордо больше нет. Шатонёв погибло, а я так и не пригубил его. Нет, не только пан, сам Бахус погиб. Вся виноводочная индустрия страны чуть не пошла ко дну. Выкручивались кто как мог. К примеру, абсент, который до этого тоже производили из виноградного спирта, начали гнать из картошки, что резко его удешевило. И в результате абсент на некоторое время полностью победил другие алкогольные напитки во Франции. Но с коньяком так сделать было нельзя.
В отличие от абсента, который настаивается на ароматических травах, вкус и аромат коньяка состоит в значительной степени из вкуса и запаха исходного винного спирта. Нельзя сделать коньяк, просто настаивая самогон в дубовой бочке сколько угодно лет. На восстановление виноградников и экономики региона потребовался не один десяток лет. Французские селекционеры стали скрещивать американские сорта винограда, устойчивые к филоксере, с французскими сортами и активно прививать европейскую лозу на корни американских видов. Филоксера живет на корнях, поэтому если корни растения устойчивы к ней, все растение будет устойчиво. Исторически основным коньячным сортом винограда был фоль-бланш. Он давал ароматный и тонкий спирт. Но у него был серьезный недостаток. Он очень капризный, плохо переносит болезни и прививки. После эпидемии филоксеры фоль-бланш почти исчез, и сегодня его используют очень редко, только как добавку. Итальянский виноград Требиано, во Франции ставший известным под названием Уни Блан, практически полностью вытеснил все остальные традиционные коньячные сорта. В настоящее время Уни Блан обеспечивает более 90% производства коньяка. Не потому, что он самый вкусный, а потому, что он устойчив к болезням и идеально подходит для перегонки. Он дает вино с низким содержанием алкоголя и высокой кислотностью, почти без аромата. Такое плоское вино при дистилляции превращается в чистый устойчивый спирт, который хорошо выдерживается в бочках и со временем набирает сложность. Катастрофа с филоксерой также заставила французскую виноводочную промышленность приступить к жесткой регуляции производства. Первоначальная паника в индустрии и хаотичные попытки заменить сырье привели к тому, что потребитель начал терять доверие к товарам и брендам. На рынок пошли различные суррогаты – смеси, дистилляты из другого сырья, вина и спирты неизвестного происхождения под старыми марками. Вы больше не могли быть уверены, что, покупая коньяк, вы действительно покупаете качественный продукт из Шаранты, а не какую-то крашеную бурду. Возникла необходимость четко ответить на вопрос, что вообще считается коньяком? Первого мая 1909 года была произведена географическая разметка зоны производства коньяка. Appellation d'origine – наименование места происхождения. Это слово даже не переводят на русский, так и говорят appellation. Это официально признанная зона выращивания винограда для определенного продукта. Коньяком можно назвать только бренди из винограда, выращенного в районе Шаранта и регионе Шаранта-Маритим. В свою очередь разбитых на крю, буквально урожай, но имеются в виду производственные зоны, которых изначально было 6, но сейчас стало 10. Гранд-Шампань, Птит-Шампань, Финбуа, Бонбуа, Буа-Ординер и так далее. Слово «шампань», кстати, во французском языке исторически означало «открытая равнина». Оно происходит от латинского «кампания» – «поле». Таких шампаней во Франции было несколько, и название региона Шампань, из которого происходит шампанское, это просто самый известный частный случай. В приложении к коньяку эти слова описывают тип почв. Гранд-Шампань и Птит-Шампань – это луговые зоны с высоким содержанием мелов в земле, дающие особенно тонкие долговечные спирты. И, соответственно, все эти буа, леса, означают места с более тяжелыми глинистыми почвами, дающие менее устойчивые спирты. Также был зафиксирован длинный список правил производства, в котором, к примеру, категорически запрещена шаптализация, то есть добавление сахара, чтобы повысить алкогольность вина сырца. Для шампанского это абсолютно нормально, но для коньяка категорически запрещено. Коньяк должен начинаться с кислого легкого вина. Именно эта бедность исходника позволяет при перегонке получить чистый устойчивый спирт. Если добавить сахар, дрожжи произведут больше этанола, но вместе с этим увеличится и образование побочных продуктов брожения, которые затем перейдут в дистиллят и сделают его более грубым.
А джем винограда для коньяка должен производиться только нежным и малоэффективным традиционным методом, не повреждающим косточки, а процесс дистилляции должен вестись исключительно в традиционном шаранском перегонном кубе и быть двухэтапным. Все это стоит в писанных правилах, окончательно завершенных и закрепленных к 1936 году. И даже если ваш любимый старый Кёнигсберг действительно делается из французских коньячных спиртов, все равно с точки зрения Бюро Националь Интерпрофессионель дю Коньяк это не является настоящим коньяком. Вся выдержка в бочках должна происходить внутри зоны, потому что, как мы теперь знаем, выдержка коньяка и доведение его крепости – это не пассивный процесс, это целое искусство, которое целиком принадлежит Франции и которое отправляет 98% коньяка на экспорт, оставляя себе жалкие 2%. Большую же часть его выпивают США и Китай. Интересно, что армянский коньяк на ереванских заводах, самым знаменитым был коньяк Шустова, появился еще до того, как формально была закреплена контролируемая марка коньяк. Армянские коньяки существуют с конца XIX века. Их качество было отменным, они выдерживались в бочках, привезенных из Франции, и получали гран-при на всемирных выставках. Армянский коньяк – это долгая традиция и гордое имя. В последние годы, надо сказать, порядком замаранное недобросовестными производителями. Поэтому довольно обидно и болезненно было для Армении наконец прийти к соглашению с Евросоюзом. В 2021 году было решено, что за компенсацию в 3 миллиона евро Армения постепенно откажется от слова «коньяк» для своей продукции и придумает для нее новое название. Невозможно поверить, но до Второй мировой войны коньяк в Европе пили, разбавляя водой. Именно так его потребляет наш любимый комиссар Мигре, давший пример поколению международных читателей, как не просыхать на работе. Сейчас это совершенно дикая, на мой взгляд, практика разбавлять коньяк встречается крайне редко. Даже в коктейлях коньяк – это чаще всего отживший компонент. К примеру, Sidecar – это в оригинале коньяк, трипл-сек и лимонный сок. Но сейчас коньяк заменяют на любой бренди. Опять же, French 75. Сейчас, как правило, делается с джином, шампанским, лимонным соком и сахаром, но в 30-е годы он делался именно что с коньяком. Самый старый американский коктейль «Сазерак» – это изначально коньяк с капелькой абсента и сахарным кубиком. Сейчас он превратился в стопарик виски с полоснутой предварительно абсентом, потому что наша цивилизация катится в тартарары. Сейчас коньяк даже иногда добавляют в примитивные сладкие коктейли как премиальный ингредиент вместо водки, фактически чтобы повысить ценник. Солидные люди пьют коньяк au naturel в качестве диджестива после еды, из низких коньячных рюмок в виде тюльпана, безо всякого льда и без закуски. Хотя в России давно принято закусывать коньяк лимоном. У Стругацких в понедельник начинается субботу говорится, что человек – это промежуточное звено эволюции, необходимое для создания венца творения – рюмки коньяка с долькой лимона. До того, как я начала изучать эту тему, я никогда даже не слыхала о николашке – закуске из ломтика лимона, посыпанного наполовину мелко молотым кофе и наполовину сахарной пудрой. Мне специально пришлось попробовать. Вы не представляете, на какие жертвы я иду ради вас. И я была приятно удивлена. Причем даже не тем, как николашка работает как закуска, но сам по себе это очень интересный маленький десерт. Лимон с кофе и сахаром. Напишите внизу, чем вы закусываете коньяк, и считаете ли вы, что его вообще нужно закусывать. А еще, проводили ли вы когда-нибудь сравнение, дегустацию коньяка и другого подобного крепкого напитка, виски или скотча? Что вы думаете о сравнении? Пишите, обсудим. На следующей неделе нового видео не будет, я беру административный отпуск, я просто не могу уже откладывать некоторые накопившиеся дела.
Отдыхайте ответственно и не рискуя здоровьем. До новых встреч! Желаю вам успехов в труде и большого счастья в личной жизни. Благодарю за внимание.